Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник, главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Украина нанесла удар по нефтегазовой платформе «Лукойла» в Каспийском море, пишут СМИ. Повреждена платформа, остановлена добыча, утверждают источники. Владимир, такой вопрос, а насколько это болезненно и почему именно туда? И что там собирались либо собираются добывать? На самом деле это действительно болезненный удар, тем более, что это уже второй объект, пораженный дронами ВСУ. Первый удар пришелся по добывающей платформе на месторождении имени Филановского. Там тоже была остановлена добыча, объемы повреждений не указываются, о жертвах тоже не сообщается. Вообще, в принципе, и официальные лица российские, и «Лукойл» хранят по этому поводу молчание, что, наверное, может быть и закономерно. Другое дело, что закономерность пугающая. Соответственно, 11 числа был нанесен, в целом успешный, раз долетело или доплыло, удар по платформе на месторождении Филановского. Буквально через 3 дня получила повреждение платформа на месторождении имени Грайфера. Собственно, надеюсь на то, что повторение не случится, но, в принципе, там есть где продолжать. Дело в том, что «Лукойл» активно работает в сегменте Северного Каспия. То есть, в основном, большая часть запасов и большая часть добычи на Каспии сосредоточена в казахстанской восточной части, но начиная с 2000-х годов хорошо себя проявил, если можно так сказать, Северный Каспий. Там работает «Лукойл», соответственно, там одно за другим следуют открытия, вот в частности, месторождение Филановского, Корчагина, Грайфера. Это все открытия уже этого века. Они состоялись в начале 2000-х, там, в 2000-м, 2003-м, 2005-м. И, соответственно, сейчас эти месторождения уже работают на полную мощность, если можно так сказать. Они вышли на полномасштабную разработку. Добыча на 3 платформах «Лукойла», которые разрабатывают, соответственно, эти 3 месторождения, превышает уже там 7-8 миллионов тонн. То есть, в принципе, это достаточно серьезные объемы добычи и, в общем, достаточно неприятный удар. В принципе, у России, в частности, у «Лукойла», в Северном Каспии в перспективе порядка триллиона запасов. В данном случае имеются в виду и нефть, и газ. Соответственно, некоторые месторождения обладают большими запасами нефтяными, другие месторождения, там более развита газовая фракция, и запасы доходят там до 30, а на некоторых до 100 с лишним миллиардов кубометров, то есть это довольно обширные запасы, и, в принципе, в 2028 году эти месторождения должны были выйти на пиковую добычу. Соответственно, как повлияют нынешние удары на эти планы, на разработку месторождений, мы не знаем. Никаких официальных заявлений по поводу объемов повреждений и перспектив дальнейшей работы мы пока не видим. Но, собственно, «Лукойл» продолжает разрабатывать Северный Каспий, там появляются другие активы, и, соответственно, неприкрытость таким образом российской зоны Каспийского моря ставит, в общем, под серьезную угрозу возможности добычи нефти для «Лукойла» в частности, и для России в целом. Поэтому, собственно, что-то предпринимать необходимо. Другое дело, что защита нефтяных платформ в открытом море технологически вещь, наверное, достаточно сложная. То есть добычная платформа не разрабатывалась и не создавалась для того, чтобы там еще стояли какие-то зенитные средства. Это, собственно, не военный корабль, не авианосец, где и какие-то проектные задачи, и водоизмещение, и, в принципе, возможности позволяют разместить средства защиты от воздушных или подводных атак, а нефтяная платформа изначально не для этого создавалась. Поэтому каким образом охранять Северный Каспий от ударов дронов, а судя по частоте этих ударов и
трудно оценить их эффективность, но так или иначе попадания этих дронов говорят о том, что, скорее всего, атаки будут продолжены. И, соответственно, разработка каких-то мер по защите нефтедобычи на российском шельфе, ну, задача, в общем, такая первоочередная, и, наверное, она должна стоять не только перед Лукойлом, но и, скорее всего, перед официальными органами. Уж не знаю, кто за это, в каком комплексе должен отвечать: Минобороны, Минэнерго или совместные рабочие группы, но так или иначе угроза есть, и от нее нужно как-то защищаться. Какие-либо попадания на платформы, на НПЗ, как это влияет на их работу, ну, помимо разрушения там, технари сразу могут приступить к восстановлению, либо это как-то замедляется? Хороший вопрос. На самом деле, действительно, то, что мы видим в СМИ, нанесен удар по НПЗ, там, переработка прекратилась, там, нанесен удар по добывающей платформе. А такие сообщения мы часто видели. Собственно, платформы Черноморнефтегаза в Черном море до сих пор фактически являются ареной боев. Туда периодически высаживаются украинские ДРГ, потом, соответственно, наши их оттуда выбивают. Все это происходит достаточно регулярно. Ну и, соответственно, если читать эти сообщения, ну, наверное, то, что пишут, можно оценивать как удар нанесен, все сломалось, все пропало. На самом деле это не так. Зачастую производство останавливается просто потому, что на объекте начинают работать следственные органы. То есть в любом случае что-то прилетевшее и упавшее на территории того же НПЗ или там, место, где добывают нефть, какого-то производственного объекта, все эти объекты повышенного класса опасности. Соответственно, если там что-то упало, в любом случае там начинают работать следственные органы, а пока они там работают, и пока не собраны все необходимые там улики, свидетельства, доказательства и так далее, и так далее, и так далее, естественно, объект работу прекращает. Плюс ко всему, после прилета там, обломков или дронов, так или иначе необходима проверка оборудования, потому что, повторюсь, все это производство связано с повышенной опасностью, поэтому в любом случае производство останавливается для того, чтобы протестировать всю систему, проверить все цепочки, выявить все повреждения, их устранить, убрать последствия. Естественно, порой это затягивается на достаточно продолжительное время, даже если какие-то серьезные повреждения не нанесены. То есть упало на какой-то склад с метлами, неважно, так или иначе, ну, это дрон, это, в общем, как бы летательный аппарат военный, оснащенный взрывным устройством. Поэтому в любом случае, до тех пор, пока не будет нейтрализована угроза, не будут собраны следственные какие-то, не будут совершены следственные действия, не будет проверена система безопасности работы предприятия, оно в любом случае на этот период останавливается. Когда совершаются подобного рода прилеты, как к этому относиться? Это то, что у нас есть сложности с ПВО, что вот так вот дрон берет с Украины, просто так берет и долетает? Или их вылетает намного больше, чем один? Вылетает их, естественно, намного больше. В принципе, наверное, технологии использования роя дронов пока еще не освоены. То, что эти полеты массовые, это безусловно. И, соответственно, совершенно не факт, что все дроны докуда-то долетают. Часть там, может просто по каким-то причинам заблудиться, потеряться, упасть в лесах, сбиться с курса. Соответственно, из той части, которая долетает, что-то сбивает на подходе, потому что, в принципе, зоны ПВО, они расположены уже фактически по всей стране. Соответственно, что-то сбивается на подлете, что-то сбивается уже перед целью. И более того, вот эти вот падения обломков, то, по поводу чего многие иронизируют, зачастую это как раз действительно падение обломков. На дрон было осуществлено воздействие, скажем так, канцелярским таким образом, либо, соответственно, средствами радиоэлектронной борьбы, он был там отклонен от курса, там перехвачено управление, то есть заблокировано, там перехвачен видеосигнал. Здесь возможны разные способы воздействия на дрон, и он мог там
утратить возможность передвигаться дальше, сбиться с курса и упасть, соответственно, туда, куда он не должен был падать. Ну и плюс ко всему так называемые кинетические меры воздействия, а именно физическое уничтожение, сбитие дрона. Они представляют собой достаточно большой летательный объект, и, соответственно, когда в него попадают, и он там разваливается на части или взрывается от воздействия там, ракеты или при детонации того взрывчатого вещества, которое он несет на себе сам, действительно образуются обломки, и порой достаточно крупные, и, собственно говоря, порой горящие. Поэтому вот эти вот поражения обломками, да, действительно такое происходит, когда с неба валятся куски железа и пластика, при этом еще нагретые до высокой температуры, местами пылающие, то, в принципе, они могут, безусловно, нанести какой-то ущерб. Ну, собственно, есть еще один важный момент. Я так понимаю, что воздействие на дроны в том числе осуществляется по возможности аккуратно. Ну, собственно, мы представляем себе, что многие производственные объекты находятся в черте городов. И, соответственно, если огульно сбивать все подряд с высокой степенью эффективности, то куда будут падать отклоняющиеся дроны или куда будут падать обломки, это очень большой вопрос. Мы регулярно наблюдаем картины в интернете, в СМИ с украинских городов, где порой в дома прилетают ракеты ПВО, не попавшие в цель. Вот это тоже, конечно, наверное, эффективно так сбивать дроны, но уж больно как-то разрушительно для собственной инфраструктуры и страшно и опасно для своих же жителей. Поэтому зачастую, наверное, может быть, я предполагаю, иногда принимается решение, что пусть он лучше упадет в рамках какого-то производственного объекта, ну, сгорит цистерна с топливом, ну, печально, но не смертельно, чем отклонить или сбить это над жилой застройкой и с тем, чтобы вот этот дрон с этой взрывчаткой, которая там может доходить до 80 килограммов, до 100 килограммов, попал в жилой дом и разорвался там. Как себя чувствует наша нефтеперерабатывающая отрасль в целом? Потому что летом, осенью на фоне вот этих прилетов так называемых было как-то очень не очень. А как сейчас? Сейчас ситуация лучше. То есть мы видим по ценам на бирже, действительно цены начали в оптовом сегменте на петербургской бирже падать. Хотя бы периодически они снижаются или растут, но хотя бы не такими бешеными темпами, как летом. Опять же, мы видим, что в розничном сегменте, то есть на АЗС, по данным Росстата, цены на топливо несколько снизились. Поэтому можно, наверное, сказать о том, что ситуация стала лучше, однако тот факт, что правительство рассматривает возможность продления запрета на экспорт топлив до февраля следующего года, ну, наверное, это говорит о том, что опасность, тем не менее, существует. Этот риск видят, признают и учитывают, поэтому торопиться с вытиранием пота со лба и радостными заявлениями о том, что кризис преодолен, все нормально, все вернулось на круги своя, пока, наверное, еще очень и очень рано. Владимир, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал «Нефть и Капитал». Подписывайтесь на телеграм-канал «Геоэнергетика Инфо». Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч.